что на самом деле происходит за прочными стенами HYBE? Почему внутренние решения агентства втянули имена Чингука и Тэхёна в водоворот противоречий, поскольку общественность начала сомневаться в прозрачности и приоритетах агентства? Один слой тайны начинает раскрываться, и все начинается с, казалось бы, незначительного, но потрясшего мир решения. Не пропустите эту захватывающую историю, которая раскрывает темную сторону корейской индустрии развлечений. Если вы считаете, что эта история важна для всех ARMY и любителей K-pop, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы следить за продолжением этой разгорающейся с каждым днем полемики. Может ли внутренняя политика действительно изменить ход карьеры суперзвезды? И если да, то почему в каждом спорном вопросе внезапно всплывают только два имени? Чингук и Тэхён. Эти вопросы преследуют обсуждение в поп-сообществе с прошлого месяца, когда общественность начала замечать странную закономерность в действиях этих двух участников BTS. Многие поначалу восприняли это как простое совпадение, несовпадение графиков, отдельное присутствие на каком-то мероприятии или необычное выражение лица перед камерой. Но действительно ли это просто совпадение? Сначала все казалось нормальным. Чингук занят продвижением своих сольных альбомов, которые установили невероятные рекорды продаж, в то время как Тэхён со своим самобытным художественным стилем предпочитает больше пространства для личного творческого самовыражения. Агентство HYBE, курирующее их, делает очень дипломатичные заявления всякий раз, когда его спрашивают об индивидуальных проектах участников BTS. Они ссылаются на это как на часть постпринудительной творческой свободы, которая вступает в свою заключительную фазу для некоторых участников группы. Однако это заявление стало звучать как мантра, повторяемая для успокоения общественного недовольства, и не все ему поверили. На самом деле, в скрупулезном и стратегическом мире корейской индустрии развлечений редко что-то делается без умысла. Когда камеры случайно перестали запечатлевать моменты близости между Чингуком и Тэхёном за последние 3 месяца, некоторые фанаты подняли брови. Они, известные как близкие друзья с поддельной химией, внезапно стали выглядеть чужими на публике. Даже в совместном рекламном ролике их взаимодействие кажется урезанным и холодным, словно они намеренно поддерживают дистанцию. Все достигло кульминации, когда один из внутренних документов HYBE таинственным образом просочился на корейский онлайн-форум, призывая к реструктуризации сегментации сольных проектов и межличностных связей для поддержания имиджа независимости. Фраза может звучать технически и запутанно, но внимательные фанаты быстро поняли, что это не просто обычные рекламные стратегии. Словосочетание «межличностные связи» звучит неуместно, и тем более неуместно, что в приложении к документу упоминаются только два имени – Чингук и Ким Тэхён. Возможно ли, что HYBE сознательно разделили своих двух самых популярных артистов, чтобы создать в общественном сознании другой образ? Речь идет об имидже с точки зрения рыночной доли? Или же они пытаются замаскировать внутреннюю напряженность за сладкими словами своих пресс-релизов? Бывший сотрудник креативного отдела HYBE, пожелавший остаться неназванным, наконец-то высказался в эксклюзивном интервью местным СМИ. Тихим и осторожным голосом он рассказал, что с начала года действительно произошли серьезные изменения в том, как управленческие команды организуют внутреннюю коммуникацию и взаимодействие между талантами. Нас попросили ограничить эмоциональные контакты между талантами, если они работают над разными проектами. Основное внимание должно быть уделено индивидуальному брендингу, сказал источник. Но тогда было неясно, кто больше всего пострадает. Месяц спустя, продолжил он, инструкции стали очень конкретными и указывали только на два имени. Внутренний код для Чингука – L4K7, а для Тэхёна – V013. Оба имени были упомянуты в специальной записке, распространенной только среди топ-менеджеров и команд по стратегическим коммуникациям. Избегайте медийного освещения или публичных визуализаций, которые создают непрофессиональную ассоциацию между L4K7 и V013. Приоритет – дифференциация повествования. Что именно означает эта фраза? Это форма разделения или попытка предотвратить распространение определенных слухов? Именно из-за того, что слова были слишком двусмысленными, общественность стала более подозрительной. И вот тут-то все и начинает выходить из-под контроля.
Видеоролик закулисного мероприятия, опубликованный одним из сотрудников в прошлом месяце и удаленный через несколько минут, показывает неловкий момент, когда Тэхён пытается поприветствовать Чингука, но получает лишь короткий, безмолвный кивок. Атмосфера выглядела напряженной, их улыбки были не такими, как обычно, и общение прекратилось менее чем за 3 секунды. Но этих 3 секунд оказалось достаточно, чтобы вызвать волну предположений. Мне кажется, это необычный Чингук. Он что-то не сказал. Его глаза не такие, как обычно, прокомментировал фанат повторную загрузку видео, распространившуюся на различных мировых платформах. В то же время Тэхён стал чаще публиковать сольные посты, полные символического смысла, картины, стихи, даже короткое видео, где он стоит перед зеркалом с подписью «Отражение никогда не лжет». Многие истолковали это как завуалированный протест или выражение разочарования сложившейся ситуацией. Однако, как всегда, официального заявления нет. За кулисами источники из съемочной группы также сообщили, что несколько предложений о сотрудничестве между ними для документальных проектов BTS были внезапно отменены руководством. Хотя, согласно первоначальному сценарию, этот сегмент был ключевой частью документального фильма. Момент единения и эмоциональные воспоминания 2 участников, которые так много пережили вместе. «Причина всегда в пересмотре концепции», — сказал продюсер, пожелавший остаться анонимным. Но это оправдание слишком часто встречается в отношении вещей, касающихся обоих. Во время прямой трансляции фанат спросил: «Хён, когда ты снова будешь жить с Чингуком?» Выражение его лица изменилось в мгновение ока. Он улыбнулся, но улыбка не дошла до глаз. И ответ, короткий, но полный многогранного смысла, оставил многих безмолвными: «Я не знаю. Может быть, не сейчас. Не сейчас или никогда больше». Эти слова звучат пронзительнее любого разъяснения, которое могло бы дать HYBE. Потому что в мире, где важны самовыражение и эмоциональная связь, молчание может говорить громче официальных заявлений. Главный вопрос сейчас: почему HYBE выбрали этот путь? Чего они боятся? Есть ли что-то за кулисами, что слишком велико, чтобы обычный медийный нарратив мог это контролировать? И как это повлияет на 2 мировых икон, ставших символами единства и эмоциональной силы BTS? Почему HYBE решили хранить молчание, даже когда остальной мир начал сомневаться в решениях, которые, кажется, лишь усиливают пропасть между 2 их крупнейшими звездами? Это всего лишь маркетинговый ход? Или есть что-то более глубокое и мрачное, что-то, чего публика не хочет знать? Молчание HYBE само по себе загадка. В течение нескольких недель после того, как скандал начал распространяться, от агентства не поступало ни одного заявления. Никаких разъяснений, никаких объяснений, даже никакого ответа на постоянные комментарии в СМИ. Это необычная ситуация для такого крупного агентства, как HYBE, которое известно своей чуткостью к общественным настроениям для поддержания имиджа своих артистов. Но наблюдатели в индустрии чувствуют и другие признаки. Они называют это стратегией голосования по принципу «ну да», коммуникационной тактикой, при которой организации позволяют общественному мнению свободно распространяться без вмешательства, пока циркулирующая информация не потеряет направление и общественность не запутается сама по себе. Но ARMY никогда не были обычным фандомом, которым легко управлять. Они делают заметки. Они анализируют. Они хранят каждую мелочь, которая может дополнять друг друга в поразительную общую картину. И эта картина начала формироваться, когда бывший креативный директор HYBE, ныне покинувший индустрию и обосновавшийся в Европе, опубликовал длинный пост в своем аккаунте в социальных сетях. Он сказал, что существовали внутренние трения, которые не удалось разрешить с помощью стандартных протоколов HYBE. По его словам, у Чингука и Тэхёна очень четкие представления о направлении своих карьер, и эти представления не всегда совпадают с бизнес-стратегией HYBE. «Дело не в том, кто прав, а кто не прав», — написал он. «Дело в 2 великих артистах, которые хотят честно выразить себя, в то время как система вокруг них больше озабочена цифрами и общественным мнением». Эта публикация мгновенно стала вирусной. Даже некоторые международные СМИ начали цитировать ее как довольно достоверный независимый анализ.
Но что еще более поразительно, вскоре после того, как пост стал вирусным, аккаунт бывшего директора внезапно исчез, будучи удаленным без следа. Весь пост стал недоступен. И, как можно догадаться, удаление только подлило масло в огонь спекуляций. Была ли HYBE причастна к удалению? Начинают ли они паниковать, потому что информация, которую они пытаются контролировать, просачивается в руки общественности? Тем временем во внутренних кругах фандома начал распространяться другой документ. Неофициальная записка, а стенограмма закрытого совещания между отделом продвижения и стратегической командой HYBE. В стенограмме прямо говорится, что чрезмерно сильные эмоциональные ассоциации между двумя мужчинами-артистами могут создавать публичные спекуляции, которые трудно контролировать в долгосрочной перспективе. Эта фраза стала началом обсуждения пересмотра визуальной и повествовательной стратегии BTS после участия некоторых участников в военных действиях. Что на самом деле означает чрезмерно сильная эмоциональная ассоциация. Речь идет об их личной близости, о том, как их взаимодействие всегда вызывает бурные дискуссии в социальных сетях? Или, что еще важнее, считает ли HYBE, что связь между Чингуком и Тэхёном перешла черту, которая может стать коммерчески неконтролируемой? Давние поклонники, возможно, не удивятся. Они давно поняли, что динамика отношений между этими двумя участниками всегда находится в центре внимания. Не только из-за их близости, но и из-за эмоциональной интенсивности, которая всегда кажется искренней и нефильтрованной. Каждый взгляд, прикосновение или небольшой жест всегда анализируется, выводится из контекста и даже обсуждаются. Но в мире, управляемом такой крупной корпорацией, как HYBE, искренность иногда рассматривается как риск для стабильности имиджа, сегментации рынка, контроля над повествованием. Когда маркетинговые стратегии сталкиваются с эмоциональными связями между людьми, кто обычно приносится в жертву? К сожалению, ответ на этот вопрос начинает постепенно проясняться. Один крупный проект, первоначально запланированный как эмоциональное воссоединение BTS, документальный концерт, охватывающий всю страну, внезапно изменил состав участников. Изначально имена Тэхёна и Чингука планировалось вывести в финальный сегмент как пару, символизирующую их тесную связь и десятилетнюю общую историю. Но без официального объявления сегмент был заменен другой парой. И что еще более подозрительно, уже широко распространенный первоначальный рекламный ролик с напряженным портретом между ними был удален со всех официальных каналов HYBE. Это как стирание истории, заявили в интервью местным СМИ представители одного из крупных японских фан-сайтов. Они не только разлучают их сейчас, но и пытаются заставить нас забыть, что когда-то они были так близки. Это заявление вызвало волну возмущения. Некоторые начали связывать эти события со старой моделью корейской индустрии развлечений, которая часто ставит во главу угла полный контроль над повествованием, даже если это означает разрыв эмоциональных связей, выстроенных годами. Но больше всего ранит не визуальное удаление или изменение состава. Самое болезненное — это выражение лиц обоих на публичных мероприятиях. После этого Чингук, всегда известный своей выразительностью и энергией, выглядит более осторожным, более молчаливым. Тэхён, обычно с его многозначительной и загадочной улыбкой, в видеоинтервью французским СМИ демонстрирует лишь бесстрастный, трудно поддающийся интерпретации взгляд. На вопрос о возможном сотрудничестве с Чингуком Тэхён просто ответил фразой, от которой в воздухе повисла пустота: «Может быть, когда-нибудь, если позволят обстоятельства». Возможные обстоятельства. Казалось, в тот момент возникла невидимая стена, которую они не могли преодолеть. Кто построил эту стену? Еще один внутренний источник из отдела мониторинга СМИ HYBE сообщил, что за последние 3 месяца весь контент, упоминающий Тэхён Чингук или Тыкук в социальных сетях, стал отслеживаться более тщательно. Даже автоматизированные алгоритмы отчетности настроены на обнаружение и пометку контента, который, по их мнению, может спровоцировать эмоциональные спекулятивные нарративы. Это необычный шаг. Эта форма вмешательства в нарратив, редко применяемая открыто, если только HYBE действительно не хочет закрыть главу в истории отношений этих двух участников BTS. Теперь вопрос в том, почему они хотят закрыть эту главу. Чего они боятся?
И как далеко они зайдут, чтобы сохранить контроль? Чем больше вопросов возникает, тем сильнее ощущение, что мы видим лишь поверхность чего-то гораздо более глубокого. Речь идет не только о двух артистах. Возможно, дело в системе, которая никогда не дает места человеческой сложности, системе, которая знает только цифры, графики и общественное мнение. Но одно можно сказать наверняка – общественность не будет стоять на месте. И в ближайшем будущем она потребует ответов, а не просто дипломатической улыбки или банального заявления. Потому что мир изменился. И когда честность замалчивается, правда всегда находит способ всплыть на поверхность. Это всего лишь бизнес-стратегия, или мы действительно наблюдаем крах доверия за стеной, построенный на образе совершенства? Почему две фигуры, которые когда-то символизировали единство, теперь кажутся двумя мирами, вынужденными больше не пересекаться? Жизнь айдолов к поп-индустрии никогда не принадлежит им самим. Каждое решение, даже, казалось бы, самое личное, часто находится под контролем большой системы, называемой агентством. И прямо сейчас все начинают понимать, что HYBE со всей своей мощью, вероятно, совершает самый масштабный маневр в истории BTS.